Всем добрый день! Сегодня я расскажу вам о фреймворке, который называется Source Document. Значит, что такое документ-источник? Это некая исходная запись, которая документирует факт происхождения какого-либо бизнес-события в учетной системе, в Axapta. Например, какое-то может быть событие. Это может быть заказ на покупку, поступление продуктов, накладные поставщика, и все эти события подтверждаются какими-то документами, документы вводятся в систему, система их записывает, классифицирует, строит отчеты, вот, таким образом, для того, чтобы отследить эти бизнес-процессы. И вот этот фреймворк, используя такое понятие, такой объект, как документ-источник, позволяет все эти процессы отследить. И также работает эта инфраструктура. У нас есть такая красивая схема. Значит, документ-источник формирует некую проекцию процесса и отслеживает изменения статусов этого документа-источника, чтобы показать состояние процесса. Значит, сначала у нас нет никакого указа. Мышка, да? Мышка. Значит, я просто хотела указку такой, ну, как посредники. Вот, значит, у нас есть документ-источник, есть его строки, и когда пользователь подтверждает... Ой, извините, пожалуйста, просто все звонят, поздравляют сегодня. Сейчас я отключу, я что-то это добедательный день, как говорила сама. Вот, значит, когда пользователь подтверждает, что были выполнены какие-то определенные требования по бизнес-процессу, были предоставлены нужные документы, значит, запись, вот эта заголовка документа источника передается в процессор. Процессор – это некий такой автомат, который переводит обработку, вот, значит, то, что пользователь подтвердил, он переводит обработку в новое, этого процесса в новое состояние. Вот. И уже затем, когда вот это состояние, процесс поменял свое состояние, этот объект состояния передает данные в фабрику расширений, ну это так они перевели extension. То есть в зависимости от того, какой у нас был тип документа, какая у нас была таблица, создается уже соответствующий класс, который использует атрибуты. Что уже кусочек вырежем потом, правильно? Ну. Я просто потому, что Анастасия, вот здесь камера. я Ты рассказывай води мышкой по своему экрану, а мы будем все ставить. Ага. А потому что ты очень красивая девушка, а пользователи веба увидят только твою уху. У меня тоже красиво. Ну, поверь, это уже запечатлено. Вот так мне теперь соответствует. Это просто мне раньше не соответствовало. Ну, супер, спасибо. Все. Я просто не видела у себя здесь. Вот. О чем я. И таким образом, вот на этом этапе у нас создается уже нужный класс, который получает с помощью атрибутов наших любимых, получает тип документа, получает идентификатор таблицы, вот, и таким образом получает уже данные, и уже когда мы знаем, какой именно у нас документ, то есть для закупки свои классы, например, для накладной на услуги свои классы и так далее. И вот когда вот этот экстеншн уже получает доступ к проекции данных и выполняет некие действия и переводит уже процесс в следующее состояние. И, значит,
когда это все используется? Этот фреймворк используется в тех случаях, когда у нас есть некоторые документы, которые значит, документируют бизнес-события, чьи финансовые последствия должны быть записаны в журналах главной книги или журналах субкниги. Вот. Для WhatsApp в 12 версии на данный момент фреймворк реализован в таких модулях, как заявки на покупку, заказы на покупку, получение продуктов, заявки на командировку и накладная на услуги. Вот самый простой как раз пример, самый простой случай – это накладная на услуги или free text invoice. Мы можем рассмотреть. Сейчас я продемонстрирую вам систему. Как свернуть? Что случилось? Как свернуть? Мне тут escape. Так, escape. Предмешать завтра. Не так, вот это. А у меня открыто уже. Вот. Покажу вам пример. Это у нас создадим новую накладную на услуги. Нет такой. Не та компания. Вот, подожди. Может, не то акцепту запустила, секунду. Ну. Где у нас наша локализация на какой? Вот тут вот D, в этой базе, правильно, да? Сейчас я запущу. Компания какая? На сэндбоксе? Ну а что, вы не знаете, что ли? Да, не здесь. Чего? Кто пишет локализацию? Люди, покажите. Где пульт там есть? Вот это? Ну, например. Call free text invoices. Я не вижу. Выше. Вот, так, спасибо. Фух, аж жарко стало. Что так быстро? Похоже. У меня было быстрее. Ctrl+S.
Нет, еще ж тут строчку. Сначала Controversial is a granny shop of М. Теперь строку. Спасибо. Так. Main account 949. Так, да. Все. Ну, в общем, собственно, что мы, как в интерфейсе отображен наш Source Document Framework. Это вот две кнопочки View Distributions, то есть это сумма распределения. Мы должны, когда у нас к документу подключен наш фреймворк, мы должны увидеть, как распределяются наши суммы, а также кнопочку разноски в главную книгу. Вот. То есть в данном случае у нас простор, ну, в общем, вот таким образом распределяются суммы, и когда мы нажмем кнопку, они будут разнесены и создадутся строки в журнале главной книги. Вот. Как это отображается в нашем, как это в теории выглядит, где презентация. Вот. Она. То есть у нас есть некий... Вот. Значит, два, грубо говоря, процесса. Вот это здесь на диаграмме отображен процесс распределения сумм, и здесь процесс разноски в журнал главной книги, или еще так называемая журнализация субкниг. То есть здесь у нас получается, что документ-источник находится в неком состоянии, он до тех пор, пока он не будет запрещен к изменению, он может менять состояние и переходить снова в состояние обработки. Вот. Когда у нас распределяются суммы, то эти суммы могут быть частично распределены в момент, когда сумма отдельных распределений будет равна общей сумме. Значит, объект, документ-источник может быть переведен в состояние завершено и окончено. Вот. Как это выглядит в объектах Morphix? Сейчас. Сюда, сюда. Значит, сейчас. Вот, значит, для того, чтобы нам создать, к примеру, свой экстеншн, да, например, у нас есть какой-то новый тип документов, и мы хотим сделать так, чтобы этот бизнес-процесс, который описывается с помощью этих документов, находил свое отображение в финансовых проводках. Вот. Нам не нужно изобретать велосипед, да, нужно использовать этот фреймворк, который переопределяет, мы создаем, как обычно, создаем некоторые объекты, переопределяем некие связи, и можем, и Oxapta тоже все автоматически будет делать за нас. И, например, что же нужно сделать для того, чтобы у нас наш документ использовал этот фреймворк. Покажу я на Trick Text Invoice, что же нужно сделать. Во-первых, мы создаем в нашей таблице relation на source документ, на таблице
source документ lines and headers. Ну сейчас я покажу еще вот эту схему. Секунду. Вот она. 5. Вот здесь не она. Вот. То есть есть, например, наша таблица, да, в которой мы хотим хранить наши какие-то документы, да. Есть таблица фреймворков. То есть мы должны создать определенным образом связи с ссылкой на таблицы фреймворка. Это таким образом у нас уже будет объект документа источника идентифицирован. У нас есть так, вот, также шапка и строки, да, и то есть, по аналогии, например, даже с тем free text invoice, да, по аналогии надо брать наиболее приближенные, уже реализованные решения, да, и по аналогии создавать точно так же связи. То есть мы добавляем в наших таблицах поля, которые являются ссылками на таблицы фреймворка. Далее мы вот, то есть мы в наших таблицах сделаем связи с source document header и с document line таблицами. Далее мы создаем объект extended data type, да, который вот в данном случае, да, вот здесь на free text invoice был создан специальный этот Bayesian, который вместе с типом документа будет и с идентификатором таблицы будут являться атрибутами вот здесь вот нашего класса, который и будет обрабатывать документы. То есть мы следующим шагом мы создаем класс, который должен быть отнаследован от source документ type, и атрибутами у нас является вот этот наш Bayesian и идентификатор вот этот Bayesian. Да. Далее просто показываю все это в теории, потому что, к сожалению, я не сделала свой собственный пример, не успела сделать свой собственный тип документов, вот, поэтому показываю на таком примере уже существующем, уже работающем. Ну, вот. Далее, после того, как мы переопределим вот эти, создадим Bayesian, создадим связи на таблицах, также мы должны сделать маппинг, добавить нашу таблицу вот в этот маппинг здесь в конце. И можем, в принципе, уже в интерфейсе, после этого в интерфейсе добавить вот эти кнопочки, которые, сейчас я верну сюда, вот этот Distribute Amounts, View Distributions и Post, да, и Subledger Journal. То есть вот эти как раз кнопочки, они и отвечают за интерфейс. То есть когда мы внедряем наш фреймворк, присоединяем как бы наш фреймворк документа, да, мы должны на форму выводить эти кнопки. Ну и, конечно же, нужно, соответственно, переопределить те методы и те классы, которые обрабатывают для нашего документа данные. То есть те классы, которые распределяют суммы, да, и разносят в журнал. Вот, я просто... Сейчас, секунду. Вот. То есть еще нужно, для того, чтобы все это заработало в конечном итоге, мы должны еще написать там определенные, переопределить методы, да, написать код, который будет распределять суммы, да, и который будет делать постинг в главную книгу. Вот. И все это подробно описано вот по этой
пошагово, как все это делать, то, что я, к сожалению, не успела завершить, да, но вот по этой ссылке пошагово описано, как сделать свой экстеншн для source document фреймворка, для документа, который вы, например, хотите, чтобы он отображался в журналах главной книги, вот, и финансовых проводках. Вот все. Можешь вернуться к Да. проекту? Да? К проекту? Да. К САПТе? Угу. Угу. Сейчас. Туда просто пособирала. Да. Где вся эта история хранится? Ну вот есть Она таблицы, хранится да. вот как ГК уже Ну, нет, ну то есть вот эти сначала оно Distribution transaction, мы не говорим. все оно хранится distribution amounts, они хранятся еще в таблицах этого фреймворка, потому что они создаются на момент создания вот этой строки. То есть я создала строку, я еще ничего не разносила. Я создала строку, и уже я могу посмотреть эти view distributions, я уже могу посмотреть эти суммы. Вот, я могу их разбить, например, да, и тут сплит, или где там была такая кнопочка, да. Здесь Правильно я неактивно. понимаю, что это предварительно, я еще Да, ничего не постил, это предварительная Да. информация о том, что будет происходить после того, как я И нажму, нажму на да, пост. да. Вот, то есть это тут как раз отображаются эти суммы, они могут изменяться, то есть в зависимости, если, например, взять заказ на покупку, то, например, confirmation может быть сделан несколько раз. Ты, то есть поменял что-то в строках, сделал confirmation, ты должен опять сделать этот, перераспределить вот эти суммы. Он Они сам делает. Ну да, он сам перераспределяет. Даже когда totals нажимаешь, он уже там их перераспределяет. Скажи, пожалуйста, можешь здесь quantity ставить? Надо было поставить 2. Угу. И нажать еще раз view distribution. Ну, тут оно просто ее все в одну сумму. Но бывает такая ситуация, когда там не одна строка здесь, да, она распределяет. Вот у тебя эта проводка будет еще по НДС, видишь? Ну это потому что я указала тут налоговую группу. Вот эту. Понятно. Если бы не указала, то была бы вообще одной строкой. Вот. Тогда основной вопрос, я немножечко, наверное, проснусь сначала. Так, а зачем эта штука вообще нужна? Ну, если ты хочешь, ну ты создал свой новый вид документов какой-то, да, ты хочешь, чтобы они автоматически было движение в журнале главной книги по ним, то есть все проводки Ledger Trans, вот, чтобы не писать это все вручную. Ну смотри, получается много документов, которые я могу делать проводки в Ledger Trans. Есть Ledger Voucher, Ledger Voucher, Да, и так далее. да. И мне не нужна эта оболочка с фреймворком, правильно? У меня все будет писаться. Возникает вопрос. То есть я не пользуюсь Ledger Voucher, Ledger Voucher, могу сделать расширение какому-то документу, и оно будет писаться тоже в главном, без использования этого. Ну да, то есть если там, единственное, что там, конечно, когда ты переопределяешь классы, которые отвечают за постинг, там, ты тоже каким-либо образом там уже эти объекты Ledger Voucher Object тоже там их описываешь. Ну, то есть не все, переопределяешь некие методы, не все полностью. Допустим, confirmation стандартный. Да. Он не делает проводок в ГК. Правильно? Не делает. Но он меняет состояние вот этого документа источника, потому что он отслеживает состояние, да, до тех пор, пока не будет произведена разноска, что будет означать, что это уже конечное состояние. Где эта информация анализируется? Состояние? Да. Ну, есть у объекта... Зачем нам предрасчитанное состояние по этому документу? Историю изменений я понимаю. Зачем нам текущее состояние?
Ну, к примеру, если у нас идет частичное распределение сумм, да, еще не вся сумма распределена. У нас есть, как бы, да. Ну вот если нажмешь View Distribution, где можно увидеть, что там вся? Ну здесь вся, потому что она соответствует равна сумме строки 200, равно 200. Тогда я не пойму, что на что мы распределяем. Но здесь оно распределяется, ну, это просто самый простой случай. Если, например, открыть заказ на покупку, то там не одна будет сумма, да, там будет их целая простыня. Они распределяются по разным счетам, да. Грубо говоря, если для какой-то номенклатуры не настроена разноска, то мы здесь это увидим. Да, оно, кстати, и даже confirmation, например, какой ты хочешь делать, и не настроена у тебя разноска, оно скажет, что ругнется, скажет, что да, невозможно, оно даже не сделает confirmation, оно не перейдет в следующее состояние. Ну, до постинга даже, да. Мой вопрос следующий, может больше к финансам. Имеет ли смысл иметь предрасчитанные значения по документам, которые мы еще не провели? Например, я не знаю, там, используется ли эта информация, например, при планировании каких-нибудь платежей, поступлений, вот финансовая часть? Ну, например, кассовый ордер, там есть механизм утверждения, одобрения. То есть один человек сбивает документы, а второй проверяет. Тот, который проверил, он поменял его статус. Он надо утвердить, и только у него есть право утвердить. И можно сделать запрос, посмотреть, сколько на данный момент утвержденных, а сколько не утвержденных. Окей, при этом с разбивкой в таком виде, как показывает distribution transaction, да? Ну, разбивка это уже частный случай. Это, когда идет, ну, распределение тоже может быть. Например, идут платежи, например, мы платим за электроэнергию, а потом идет распределение. Идет разное распределение всей суммы, которую мы заплатили за компанию, потом идет по подразделению. Здесь же говорилось про распределение суммы по счетам. Я так понял, что у нас этот документ после проведения будет относиться к каким-то счетам ГК. И когда мы говорим про распределение суммы, мы как-то предварительно можем понять. Итого, если мы нажмем на кнопочку итого, вот этот тотал, как он распределится по счетам. То есть того, что я рассказывал Анастасия, здесь без привязки к каким-либо платежам вообще. Соответственно, возникает вопрос в том, что вот эта вот информация о том, что оно сейчас, вот состояние этого документа по счетам ГК такое, а в следующий момент времени другое. Зачем может понадобиться, предположим, финансовому сектору? Не, оно другое не будет, оно будет либо утвержденное, либо не утвержденное, либо полностью, либо не полностью. Но в данном случае free text invoice это мы оказываем услуги вот эти. И дальше мы можем разносить их, например, по видам услуг, которые на разных счетах осуществляются, либо по разным нашим направлениям, или еще как-нибудь. Как нам при этом помогает distribution transaction? И мы видим, да, на какие счета потом пойдут проводки, правильно? Ну окей. С точки зрения предварительно посмотреть, на какие счета пойдут проводки, супер. Вопросы. Все у меня в голове складывается картинка, да, это, наверное, нужно. Вопрос, зачем? У меня такое впечатление, что это механизм вроде workflow, в котором можно статус документа проходить. То есть сначала у него статус черновик, потом он проверен, потом он утвержден и так далее. Да. Ну, то есть... Workflow он просто графически еще показывает, там могут быть ветвления логические, переходы. Хорошо, на workflow в данном случае мы будем настраивать на distribution transactions, и мы будем настраивать на сам документ и его total. Workflow, по-моему, привязан к определенному виду. Вот, поэтому у вас возникает вопрос, к какому стандартному документу, к виду документа привязан workflow, предположим, в заказе на покупку, когда мы говорим о confirmation. Окей, хорошо, понятно. Есть такой механизм, надо понять, для чего его использовать.
Но его использование заключается в том, что мы прописываем, собственно говоря, в байсегме, кидаем несколько полей. И Ну, не, ну еще и таблица у нас есть с документом, да? У нас есть наша сущность уже существует. Ну да, да. Для того, чтобы ее адаптировать под этот механизм, нам необходимо прописать байсегм, Да. значение, сделать несколько полей, собственно говоря, в своей таблице, Да, с independent document source, Угу. и сделать класс, который отвечает за поведение этой ерунды, Да. с атрибутом, С атрибутом, с правильным да, атрибутом. с правильным атрибутом. Дальше на форме размещать вот эти кнопки и Да. смотреть, за что будет. Да, ну еще да, за кнопками там тоже надо переопределить некоторые, ну то есть ссылку на класс, который distribution и разноски, да, и там кое-что переопределить, там, то есть просто что словами не пишешь. Ну так, да. Ну еще описать, да, каким именно статусом, да, каким состоянием. Таких у нас существующих классов, смотреть, что вот внутри кто есть. Вот этого. Да. Ну, То есть здесь параметры. параметры не интересны. Это тоже параметры. Но это те классы, которые именно нужны для того, чтобы переопределить. То надо идти в родительский тогда, вот в этот. Но это получается, что вот у нас раньше был, положим, если вы знаете, service line, да, у нас есть, соответственно, service line type. Если мы видим insert service line, то супер не называется service line type construct, и дальше логика отрабатывает service line. В том числе этот класс отвечает именно следователю за то, какой у service line статус. Отгруженный, возврат, там, или он умер, и так далее, в зависимости от количества, в зависимости от текущего состояния. И пока у меня в голове складывается впечатление, что это попытка вот привести вот эти line type, они используются в нескольких, там, push line type, service line type, service line type, да, вот, привести это к какому-то одному виду. Но я еще, наверное, не уловил конечной цели. Потому что создать, предположим, два поля и сделать так, чтобы этот фреймворк типа перещелкивал, гораздо проще, чем определять логику в тайме. По крайней мере, она рядом стоит. Да? Вы захотели отнаследовать, захотели еще чего-то сделать. Это с точки зрения вот этих вот политики расширения выглядит логичнее. Ну, можно что-то упускать. Ну, тут именно чисто для финансового именно отображения, если у тебя есть какой-то документ, который ты хочешь, чтобы он отображался в ГК. Я просто, насколько помню, distribution amount в главной книге это отдельное действие, которое делается periodic activity, там такая техническая форма. Туда заходят и говорят, вот конкретно хочу с этого на это. А это механизм позволяет привязать это к любому документу, в том числе в данном примере free text invoice, что может быть удобно. Я просто не понимаю физический смысл этого. Понимаешь, то, что поле какой-то таблицы, окей, зачем? Ну ты же понимаешь, что программировать, ну как бы не понимая сути, невозможно. Вот, Потому что распределение оно бывает в разных ситуациях. В данном случае, я так понимаю, free text invoice это одновременно сумма документа, это та услуга, которую мы оказываем, а проводки при разнесении, они эту сумму сразу разобьют. Ну давай, free text invoice сильно круто, и здесь как бы действие в один шаг. Давай с push table поговорим. У нас есть часть сотни. У нас есть операция, называется confirmation. Когда мы говорим о том, что окей, мы согласны на такие условия. При этом отрабатывать distribution transaction. Смысл в этом действии на distribution transaction. Давай откроем пример. Ой, Единственное для меня как бы основание, почему это действительно может работать, это финансовому отделу нужно понимать, какие запланированы растраты. Например, мы должны планировать свои деньги. Да? О том, что если это проконфигурировано, то мы должны иметь в виду, что мы пообещали какую-то сумму отгрузить, заплатить за вот этот товар к такой-то дате. И тогда эта сумма по таким-то счетам уже имеет смысл. Ну,
И Для этого налог, бюджетирования есть вот, и налоговые обязательства у нас здесь видел, МТС отдельно пошел, и сумма, вот это я понимаю, да? Нет, в душордере нет, а в фритекст инвойсе вы кандидаты. В фритекст инвойсе одно действие. В том-то и дело, что у нас в фритекст инвойс, когда ты ее запустил, уже у тебя проводки пошли, у тебя уже в ГК что-то Нет, дело в том, сформировалось. что можно дистрибьюшн настроить на 128 подразделений в разных процентах соотношения. И я так понимаю, это конкретно настроенное распределение ну, где-то сдается, и тогда сумма меняется, а распределение процентов будет сразу. В этом смысл дистрибьюшн. Распределение главной книги. Это реализуется обычно другим механизмом. Когда у тебя уже механизмами счетов ГК грубо говоря, не снизу, да, когда у тебя есть ты текст инвойс, и ты при разноске планируешь, как оно должно быть. Тем более ты не планируешь, ты просто видишь, ты просто можешь обозреть факт, ты его изменить не можешь. А в главной книге есть возможность распределить счета. То есть при поступлении суммы, положим, на такой-то счет, ты можешь ее распределить, чтобы она у тебя размазывалась по каким-то, например, аналитикам, да, или по другим счетам, в каких-то пропорциях. Это делается, ну, как бы с другой стороны, на мой взгляд. И это получается, что когда у нас confirmation, я извини, про свои сыновьи говорю, да? Confirmation, я понимаю, где это может быть спланировано и где это может участвовать. Видишь, accounting date там было, последнее поле. Это как раз как говорит о том, что этот документ будет тогда-то. Когда у нас confirmation, я понимаю, это указание финансового отдела, что тогда-то пойдет эта сумма. А когда мы планируем наши финансовые потоки, мы понимаем, что эту сумму к той дате нужно запланировать. Когда у нас идет во фритекст инвойсе, я, ну, грубо говоря, в чем разница? Я нажал разноску, у меня получился инвойс. Я зашел в инвойс, нажал на кнопку проводки ГК, я их вижу, все эти проводки, они уже состоявшиеся факты. Зачем мне их видеть на шаг раньше? Ну вот это из разряда, ну понимаешь как, до distribution transaction мы же как-то жили все это время. Мы жили замечательно, не особо заморачиваясь. Вот у нас проводки какие-то получились, после разноски вы их увидите, и чего. Хотите раньше, ну просто верьте на слово. Или это попытка закрыть этот момент, потому что Влад говорит, я не знаю, на какие счета пойдут. Тогда да, окей, я понимаю. Ну то есть у меня нет проблем с использованием, с пониманием, как этот фреймворк работает технически. Полечка, BSM, классика обработки. Но есть один вопрос, зачем, да? Ну, правда, в более грубой форме у меня было. Ну, я же говорю, вот кассовый ордер четко в статусе документа, но там есть механизм одобрения, который стандартный в журналах, но он простой. И он Может, был, там- я тебе скажу, открою великую тайну. Этот механизм одобрения был до 12 оксаты и работал без source документ контрола шикарно. Вот он до сих пор работает шикарно, в том числе потому, что нет source документ контрола. Но там мало статуса. Окей. Больше статусов может понадобиться. Я тебе скажу, приведу другой пример. На правильном промышленном оборудовании, если у тебя в подчасти ордере больше, чем там 700 строк, source документ control играет злую шутку. У тебя редактирование документа, хотя бы один раз законфирмировано, одной строчки, вот количество, тебе нужно изменить количество, да, сохраняется эта строчка 40 секунд. Ну а что такое 40 секунд? Ты представляешь, тебе нужно подредактировать 3-4 строки. И ты как дятел сидишь, собственно говоря, и ждешь, пока у тебя сохранится. 700 строк это уже... Что? Это закупка предприятия, промышленного. Канцтовары ты закупаешь. Ты закупаешь по одной ручке? Нет. Не, ну понятно. Просто именно из-за того, что тяжело с такими документами работать, их иногда бьют Нет, стандартные. я тебе скажу, не бьют, потому что есть какие-то ограничения системы. По большому счету. Вот и все. Но наша задача, как людей, которые там работают с системой, это отражение документов. Пришла нам накладная на 700 строк, мы ее должны отразить на 700 строк. Поставить этот документ без точек, без А, Б, В. Вот, разнести и сказать, ну что окей.
Не, ну может быть вариант, когда механизма одобрения не хватает, статусов их мало, он там один, workflow к этому документу не прикручивается. И всё, тогда остается. Ну хорошо, во Free Text Invoice у нас, я тогда все равно не понимаю, у нас нет статусов, у нас вот или постят, или не постят. Да не, ну free text invoice это мы оказываем кому-то услугу. Может она у нас вот услуга поэтапно, там типа месяц еще не закончился, мы аренду начислили. Месяц закончился, все, значит мы ее уже начислили полностью там должны нам. Ну это все ситуация. в принципе. Хорошо, Настя, спасибо тебе большое. Пожалуйста. Я тут прошу прощения, может вопросы было? Ой, наверное, нет.